Привет всем, с вами Джексон, и сегодня продолжаем делать нашу консоль. Вот я ее собрал примерно, чтобы представить, как что-то будет, и заметил такую, не знаю, может быть ошибку или может быть не просчет мой в том, что тут у нас остается один открытый вот этот вот порт, в котором ничего не вставлено, и тут получается дырка. Эту дырку обязательно надо будет чем-то забить, и я так подумал, а почему бы не сделать тумблер вот такой вот, но не сделать, он у меня уже есть, не вкрепить его сюда, и тумблер, назначение этого тумблера я уже в принципе придумал. Его можно использовать в качестве, получается, включения-выключения подсветки. То есть я, как уже говорил в прошлом видео, думаю сделать подсветку ему, возможно синюю, как у плойки, возможно вообще закажу подсветку. Я подумал о том, что можно заказать с AliExpress уже готовую подсветку, то есть светодиодную ленту. И эта светодиодная лента, чтобы была RGB, то есть разноцветная, и чтобы вывести куда-нибудь сюда порт, и можно было бы менять, то есть цвет по желанию, то есть консоль была бы разноцветной, и по желанию менялся бы у нее цвет. И чтобы, допустим, эту подсветку выключать, можно было бы использовать вот такой тумблер, перепаять его. В тумблере тоже есть лампочка, этот старый от моего блока питания, и также было бы это, ну, выглядело, по-моему, бы очень даже хорошо. Тем более он как раз черный, сочетается с цветом самого корпуса, когда он будет покрашенный. Но я об этом подумал, но скорее всего так я и сделаю, если я не буду делать подсветку. Я не знаю, делать подсветку или не делать, потому что подсветку очень трудно делать, в плане того, что надо ее как-то уместить, все, чтобы это все выглядело красиво и не испортить внешний вид самой консоли. И также ее надо будет либо паять, либо заказывать. Есть плюс от того, что паять. Если я буду паять, то я спаяю так, как мне надо, то есть все будет идеально по корпусу, в плане того, что, допустим, мне нужен именно такой длинный провод, такое определенное расстояние между светодиодами, я такое и сделаю. А если я закажу заранее ленту, то лента может оказаться слишком большой, и где-то будет неудобно просто ее сгибать, где-то неудобно будет ее располагать, и поэтому подсветка будет не такой, ну, не знаю, не такой аккуратной. Поэтому я вот думаю, размышляю все-таки, что мне делать. Либо заказать подсветку, либо спаять самому. Что и то, так скажем, муторно, в плане того, что если заказывать, долго ждать, если спаивать самому, тоже надо спаивать, а еще надо будет светодиоды подходящие найти. У меня еще после делания моей подсветки, которая, как бы я ее сделал, но что-то не понравилось мне, как она в итоге получилась. Я думаю, вот у меня там остались светодиоды, наверное, штук 40 белого цвета. Можно их тоже использовать, но я не знаю. Также я подумал насчет того, что вот у меня есть вот тут вот эта вот лампочка зеленого цвета, когда включаешь, она загорается. Стандартная лампочка, может быть, давайте ее достанем. Вот это вот светодиодик этот, может быть, его сменить на другой цвет, было бы тоже, так скажем, оригинально. Ну, я не знаю даже, насколько светодиод, это надо будет посмотреть. По-моему, он либо на 3 вольта, либо еще больше, но не менее 3, я уверен. Такой качественный светодиод, он очень долго работал, и, так скажем, хороший светодиод. И думаю его заменить. Я подумал, можно заменить его на белый цвет. Просто я уже пробовал в темноте, как это будет примерно выглядеть. Давайте. Сейчас у меня есть вот фонарик, который нам пришел с Light in the Box, блин, на халяву. Не знаю, меня подкупить пытаются или что. Ладно. И так, давайте сделаем вот такую вот вещь. Так. Так. И вот так. Вот в итоге, если вот так закрыть, было бы очень классно, по-моему, выглядело, если бы эта вот штука светилась вот таким вот белым цветом. Это намного класснее, чем зеленый, так по оригинальному. Я вот думаю, либо вот белым его поменять на белый, либо на синий, либо еще на какой-нибудь цвет. Но, по-моему, белый самый четкий, самый красивый бы получился. Особенно он бы очень хорошо сочетался с черным цветом, когда мы ее покрасим. Также подумал еще над одной идеей, мне ее предложили. Так, давайте включим свет, а то что ж мы в темноте-то. Мне предложили одну идею. Вот. Так, что я хотел там? Что-то я запутался. Запутался. Предложили вот идею, насчет чего. Вот этот логотип PlayStation, можно сделать его тоже подсвечиваемым разными цветами. Я смогу найти, в принципе, тут немного цветов. Тут у нас зеленый, синий, красный, желтый. Можно найти 4 отдельных светодиода и сделать подсветку, так скажем, свою. Именно вот этого значка его снять, переделать его в стиле какой-нибудь там, я не знаю, фары, даже вот, наверное, есть всякие там колхозники, ну, в которых колхозят свои
машины, так скажем, там ВАЗы или что, они делают свои фары путем светодиодов, и фары получаются интересными довольно-таки. Они самодельно их делают, просто стандартные переделывают. Также можно вот это, поскольку деталь она пластиковая, можно ее переделать, и она, получается, будет светиться разными цветами. Это было бы красиво, но очень-очень трудно. В плане того, что... Так, давайте откроем, она теперь нормально-то не открывается, потому что тут нету кнопки пока что. В плане того, что тут места немного, придется вот это вот вырезать все, и когда будешь открывать, оно будет как-то, не знаю, выглядеть, по-моему, некрасиво. Много-много всяких идей, пишите и ваши идеи, но, скорее всего, вот главная, основная у нас цель, это уже доделать саму техническую составляющую, то есть сделать то, что я хотел, перенести USB-порты, то есть и доделать вот эти вот, получается, остальные выходы, и вот это вот все заделать. Я также думаю насчет того, что насчет, как сказать-то, насчет прошивки. Прошивка у нас, поскольку устройство почти нонеймовское, прошивку на него найти нельзя, надо будет прошивку сначала слить, а потом уже мудрить, потому что если мы испортим это устройство, потом прошивку на него не найти. И получается, я думаю, сделать ему, получается, лаунчер. Лаунчеры, по-моему, где-то есть консольные лаунчеры, то есть там будет именно отображаться все это при помощи, как в консолях, будет управление при помощи джойстиков в главных меню, то есть мышка нам почти не нужна будет, она будет поддерживаться, но она будет почти бесполезна, потому что все основные функции должны будут выполняться при помощи джойстика, потому что иначе просто смысла нет. Было бы так намного лучше. И также думаю там сделать консольный интерфейс. Мне больше даже, не знаю, консольный интерфейс нравится Xbox, нежели PS3, и PS3, по-моему, намного будет труднее делать, чем Xbox-овский. Xbox-овский довольно-таки простой, можно даже сделать наподобие, как у Xbox One. Там очень-очень все просто, там минимализм, так же, как и в Windows, допустим, в 8, все на минимализме. Можно просто попробовать запустить на Android лаунчер от восьмерки, ой, не восьмерки, ну да, подобие восьмерки Windows 8, и его переделать в плане того, что там сделать вот иконки, как вы знаете, вот когда в консоли играешь, там внизу, допустим, отображается, нажмите крестик, нажмите квадратик, вот это вот все сделать, чтобы там это все тоже отображалось. А вот насчет игр я не уверен, вот насчет игр мы переделать у нас не получится, это все только через эмуляторы запускать, а вот лаунчер это вполне можно. Также думаю, опять же, лого изменить. Лого поставлю либо от PlayStation 1, либо от 2, но от PlayStation 1 будет лучше всего. Но чтобы хорошее лого найти, именно начальной заставки, то там будет, придется постараться. Скорее всего, я и найду, потому что мне надо будет именно под разрешение своего экрана сразу же сделать, чтобы оно было в HD качестве. Поэтому мне придется, скорее всего, делать его самому. Ну, там не трудно, по сути. Там просто нужно разделить видео на картинки и картинки вставить в специальный zip-архив. В общем-то, вот такие вот идеи. Сейчас будем делать, получается, то, что я должен был, наверное, сделать еще в прошлом видео. Что-то я протупил, надо было еще тогда это сделать. Будем выводить, получается, вот эти вот порты. Сейчас, потому что у меня порты закончились, USB-шные. У меня где-то они есть, конечно, но я их найти не могу. Поэтому я буду эти порты сейчас выпаивать, буду использовать олово-отсос, где-то он у меня тут близко был, и выпаивать порты, и перенесу пару портов, получается, думаю, сейчас вот так расположим, чтобы она не мешалась. Думаю, один порт сюда поставить, один внутрь. Изначально я думал этот порт поставить вот сюда, то есть, чтобы вот от мышки вот этой, вот этот вот, сам приемник, чтобы он вот так вот вставлялся, и все это было бы очень просто. Но я подумал насчет того, что если я захочу флешку подсоединить, мне, допустим, не будет удобно и красиво подсоединить ее снаружи. Было бы красивее, если бы оно находилось внутри, и просто ты, допустим, открываешь, вставляешь флешку, закрываешь, все спокойно. Поэтому у меня есть вот такая флешка, она вот сюда не помещается, я уже пробовал. Можно либо вытащить вот тут вот место и вот сюда ее как-нибудь пихать, либо есть вариант USB-порт поставить где-нибудь вот тут, и мышка будет вот в таком вот даже висячем, наверное, положении тут находиться, что является, наверное, все-таки минусом, чем плюсом, потому что в этом, получается, в этом месте, я думаю, еще что-то-нибудь поставить, так что я не знаю даже, что с ней буду делать. Скорее всего, есть два варианта, либо вот так, либо вот так. Также можно еще какой-нибудь вариант, там, типа вот таких подумать, но я не знаю. Можно сделать, как вариант, получается, но на гибкой, так скажем, я не знаю, даже цепи или как. Допустим, использовать, сейчас достану его.
вот этот кабель от USB хаба, то есть вот это мы все вытащим просто, туда запихаем USB порт, и получается оно будет, допустим, находиться где-нибудь вот тут вот так вот свернутое, да. Потом, если по необходимости подсоединяем коннектор, то оно свернутое остается. Подсоединяем вот эту флешку, то оно уходит вот где-нибудь вот сюда, ну, найдет оно место, куда будет уходить. И думаю, это, наверное, будет самый нормальный вариант. И также тут уже есть заранее готовый, считайте, провод, и не надо будет особо ничего мудрить, потому что остается только подсоединить. Думаю, вот так я, наверное, и сделаю. И, в общем-то, давайте, собственно, начнем. И все-таки первым я решил сделать то, что я спаял все провода к каждому USB выходу. У нас получилось 4 USB выхода, один уже приделан, я его проверил, он рабочий, ну то есть я правильно все припаял. Этот USB выход будет где-то вот тут по центру, как я обещал, сюда будем вставлять флешку. Спаял вот таких 2 USB выхода вот уже с проводами, уже их немного подклеил скотчем, чтобы они, получается, выглядели более-менее красиво и более компактно. Они будут ходить у нас вот тут. Поставить мы их пока что не будем, ставить ее будем в последнюю очередь. И также сделал один вот такой маленький, получается, ну именно короткий USB выход, который будет находиться сзади. До него, получается, до самой схемы недалеко, поэтому вот такой он короткий. И это сделано для того, чтобы, получается, сейчас мы их ставить не будем. Это я делаю заранее, а буду их уже ставить, когда уже пройдет покраска, потому что если я их поставлю, мне все равно в итоге придется их вытаскивать, потому что я, когда буду красить, я все, получается, электрические детали вытащу, потому что они должны быть в оригинальном виде, что нельзя их краской запылять. Ну, потом посмотрим, как это все будет выглядеть. Просто, получается, вот эти вот все вот USB-порты я уже вставлю после того, как я
уже ее покрашу. Так что они пока что просто будут лежать в стороне. Получилось у меня довольно-таки хорошо их спаять. Правда, проводов немного мне не хватило. Я вот разноцветные провода использовал. Тут белый, там голубой, там красный. Ну, где как попало, потому что у меня проводов сейчас на данный момент мало, закончились все нормальные, поэтому пришлось даже некоторые провода из техники вытаскивать. В общем-то, вот такие вот у нас получились. Сейчас будем делать, получается, отверстие для USB входа, который будет сзади. Ну и, в общем-то, вот таким образом я впаял этот USB. В этот раз получилось намного-много лучше, чем в прошлый раз я делал его впереди. Получается, два USB входа. Сейчас я понял, в принципе, тактику, но уже поздно, поскольку я уже те входы сделал, их уже переделать будет очень трудно. Тактика была проста. Сначала надо было просто сделать отверстие широкое паяльником, а потом надо было это все аккуратненько вырезать и шлифовать. А я в прошлый раз просто все сделал паяльником, поэтому у меня получилось там криво. Видите, вот получилось, по-моему, очень даже хорошо. Я еще в конце немного доработал шкуркой. Вот такой отличный просто USB вход, я честно скажу, мне очень он нравится, как он получился. Сейчас мы, наверное, все-таки, я уже решил, я буду 100% устанавливать вот эту вот кнопку. Я не знаю, даже если я не буду устанавливать подсветку, я ее просто для запуска буду использовать. Она почти идеально подходит в это отверстие, просто его немного будет надо расточить. Просто тут это отверстие, не хочу оставлять его пустым, хочу в него что-то поставить, поэтому я вот эту кнопку туда и помещу.
И в итоге, что у нас получилось? Сегодня мы добавили очередной USB сзади, добавили вот такую вот кнопочку, которая будет включать подсветку. Скорее всего, если не будет включать подсветку, то она просто будет включать блок питания. Посмотрим, как это все это реализую. Скорее всего, все-таки сделаю подсветку, потому что будет намного красивее и будет, я не знаю, так какая-то особенность этой консоли, если у нее будет подсветка, и будет очень хорошо, если при желании можно было бы выключить. Также вот я спаял в этот раз, получается, 3 вот таких USB выхода. Один вот сюда вот сзади пойдет, сейчас пока что тут просто фейковый стоит, который вообще не подсоединенный. Давайте его достанем. Так. Нам достать будет легче вот изнутри. Вот это вот вообще не подсоединенный простой USB. Вот этот на место него встанет, получается, уже с короткими, потому что тут вот сама вот схема USB хаба, она недалеко находится, поэтому тут длинные провода не нужны. Добавил вот 2 таких USB, тоже спаял. Они будут находиться на передней панели, они как раз будут ровно, я рассчитал, чтобы они оба доставали до USB хаба. И уже подсоединенный есть один USB. Этот USB у нас будет выходить вот где-то вот тут в центре. Это уже после того, как я покрашу его, прикреплю. Просто я хочу его прикрепить, получается, на термоклей, а уже потом его снять будет очень трудно. Поэтому я пока что его в таком состоянии оставлю. Уже мы будем его прикреплять тогда, когда он будет, получается, покрашена консоль, и получается уже можно будет приклеить термоклей. Размещу я его, скорее всего, вот каким-нибудь вот таким вот образом, то есть чтобы без проблем можно было вставить флешку и спокойно себе либо флешку ставить и играть, либо подставить, получается, вот этот вот от мышки, как он называется-то? Вот этот вот приемник. Вот этот вот приемник сюда же можно было поставить, потому что если бы я поставил его где-нибудь вот тут, мне бы просто потом не хватило места, если бы я захотел подсоединить какую-нибудь мышку и все в этом роде. Вот такой вот у нас получилось пока что вот результат за эту, так скажем, я не знаю, даже серию, наверное. Потому что у нас уже как серии выходят, одна за другой. В следующий раз я даже не представляю, что делать. Вот думаю вот насчет подсветки, потому что ее надо делать в любом случае до того, как красить. До покраски нам осталось буквально недолго, осталось все это хорошо компоновать. Также я задумался насчет, получается, перенесения вот на стандартные вот эти вот клавиши вот этих вот маркировок, потому что когда это все закрашу, их видно не будет, поэтому я думаю, как перенести их. Я думал все это через принтер сделать, но у меня принтер почему-то накрылся, я так посмотрел, он не рабочий. Мне придется чужой принтер, походу, использовать и все это перенести. Также мне интересно, как я буду переносить, получается, маркировку вот этой вот Sony. Потому что по консоль будет черного цвета, черного уже не получится, придется белый делать. А белого цвета в принтере, как вы знаете, нету. Я думаю, скорее всего, сделаю то, что я буду использовать серый цвет, светло-серый цвет, и получится что-то подобие белого. Эту надпись мы оставим, ну, то есть мы ее снимем и потом наклеим опять, смотрим, может быть, что-то с подсветкой сделал, но это очень трудно, если честно, ребят. Я в этом не профессионал, тут придется все по-своему делать. Возможно, когда-нибудь я это сделаю, но это уже будет после того, как я его покрашу. Если будет уже делать абсолютно нечего, тогда уже это сделаю, потому что идей очень много, разнообразных. Пишите ваши идеи, что можно сюда добавить. Но пока что вот все, что у нас получилось, довольно-таки все, по-моему, неплохо получилось. Основная идея, о чем я задумал, уже получилась, даже более чем. Скоро будем уже переходить к софту, то есть будем свой лаунчер делать, либо свой сделаем, либо найдем какой-нибудь подобный, и будем уже, получается, его настраивать сам мини-ПК и устанавливать на него заставку от PlayStation. Будем эмуляторы настраивать. Ну, посмотрим, как это все сделаю. Я, если честно, в этом немного нуб, поэтому желательно люди, которые желают помочь, которые разбираются в андроиде, особенно в настройке геймпадов в эмуляторах, желательно напишитесь, потому что мне ваша помощь по-любому нужна, потому что я в этом нуб. Мне в этом все-таки помощь пригодится. И, в общем-то, с вами был Джексон. Подписывайтесь, ставьте лайки. Вот такая вот консоль в состоянии, не знаю, не ремонта, рестайлинга, я даже не знаю, как это назвать. Даем, короче, консоль новую жизнь, потому что она была уже обречена, и мы ей, так скажем, новую жизнь даем. И, в общем-то, вот такая вот у нас консоль. С вами был Джексон. Подписывайтесь, ставьте лайки. Надеюсь, вам нравится этот проект. И, в общем-то, пока.